Конец июля, начало августа. Лоза должна уже созревать, виноград должен созревать. Мы ему должны помочь. Июля 22 года, Минская область, Пуховический район. Смотрите, уже начинают потихонечку, не спеша окрашиваться ягодки. Это мускат Блау. Вот на нем на первом я увидел. В общем, бачки уже краснеют. Где-то уже почти целые ягодки начинают краснеть. В общем, процесс идет. Медленно, печально, но как бы идет. Никуда не денется оно. Еще более симпатичный окрас выглядит вот на этой ягодке. Это Каталония, начинает окрашиваться. После полного окраса Каталония еще недели 2 должна доходить. В общем, здесь уже такие нормальные. Вот, ну, не хочу разрушить немножко, не поломать бы ничего. В общем, видите, да? Окрас пошел. Вот ягодки уже начинают. Процесс движется. Гроздочки здесь средненькие. Где-то крупнее. Вот здесь гроздочка посерьезнее, но здесь еще ни одной ягодки вообще не окрасилась. Натянул сетку, я каждый год это делаю со стороны улицы. Оно немножко так все-таки от посторонних глаз в большей степени, конечно. Конечно, от серьезных воров оно не спасет, но оно все-таки не так резко бросается в глаза. Но если кому-то очень захочется залезть, ну, 100 раз подумает. Короче, вероятность больше, что никто не полезет. Ну и тем более, тут постоянно кто-то находится, есть кому присмотреть. Ну, в любом случае, вот так делаю, оно, в принципе, отсвечивает даже и не бросается в глаза, что там есть какие-то более-менее серьезные ягоды. Хотя, в принципе, большая часть товарищества знает, что я страдаю этой болезнью виноградной по выращиванию ягод. Но, в общем, пока Бог миловал, слава Богу, все нормально, никто особо ничего не ворует. А так, по соседям я и так все раздаю. Лоза, как видим, начала немножко уже менять цвет. Это радует. Кишмиш 342 всегда рано лоза у него начинает вызревать. В общем, процесс потихонечку начинает. Но это не все сорта. Хорошо, не на всех сортах вызревает хорошо лоза. Некоторым надо очень сильно помочь. Чем мы можем помочь? Сейчас нужно для нашего винограда в конце июля, начало августа побольше фосфора и калия. Фосфор он дает сахар ягоде, калий, от калия вызревает лучше лоза. Поэтому мы используем монофосфат калия, кристаллон коричневый, ну, либо сульфат калия. Сульфат калия это чисто калий сернокислый. В общем, у кого что есть, у кого что доступно. Либо настой золы, там тоже достаточно много фосфора и калия. Значит, монофосфат калия, там калия 33%, фосфора 55%, по-моему, если не ошибаюсь. Он несовместим с кальцием и с магнием. Они друг друга будут глушить, поэтому ничего больше не добавляйте. Если сульфат калия, там 50% калия и 20% серы. В общем, кроме того, что лоза лучше начнет вызревать, ягода быстрее начнет созревать у нас, если мы будем пользоваться фосфором и калием, это еще хорошая защита от болезней. Ну, в частности, вот сульфат калия, там входит 20% серы, она очень хорошо от аидиума. Я готов во всеоружии. Вот у меня есть и сернокислый калий, тот же, он же сульфат калия. Монофосфат калия у нас нынче вот в таких вот упаковках стал продаваться. И кристаллон коричневый. Так, по кристаллону что у нас? Азота 3%, фосфора 11, калия 38 и микро-макроэлементы, магний. И вот целый список, что сюда входит. Вот я сейчас немножко приближу, можете почитать. В общем, очень хорошая штука. Ну, не дешевая, конечно, но сюда очень много чего входит. Обычно все используют монофосфат калия, он такой тоже довольно универсальный. Как правило, начинаются с 30 грамм и наращивают. Ну, тут уже кто на что гораздо. Кто-то добавляет раз в неделю, начиная с 30 граммов, потом каждый раз добавляет по 10 грамм, увеличивает дозу. Кто-то увеличивает по 30 грамм. Первый раз, скажем, в конце
июля, начало августа 30 грамм, потом 60, потом 90, потом 120, и вот так кратно 30. Несколько обработок. Эти дозировки, которые я вам огласил, это все на 10 литров воды. В опрыскиватель замешали и обрабатываем все по листу. Кто вдруг не понял. Потому что постоянно задают вопросы. Возможно, где-то неправильно выразился, возможно, кто-то где-то промотал. Поэтому не проматывайте, смотрите до конца, и тогда информация, я думаю, будет более-менее понятная. Если лоза будет хорошо вызревать, в принципе, я не вижу смысла, закармливать. Но если есть проблемы с вызреванием лозы, стоит этим заниматься. Обязательно надо подкармливать. Это все-таки вам и ускорит процесс созревания ягод. Соответственно, ягоды раньше созреют, вы их раньше снимете, кусту будет легче и быстрее начнет вызревать лоза. Ну и, соответственно, и само по себе вот эти все средства, они помогают вызревать лозе быстрее. Но опять же, должна способствовать этому погода, чтобы во второй половине августа не поливать, чтобы дождями не заливало, чтобы погода способствовала. Когда дождями заливает, конечно, процесс вызревания лозы притупляется. Ну, на это вы уже повлиять никак не можете, но во всяком случае все, что сможете сделать от себя, если вы это все сделаете, в принципе, совесть будет чиста, и, скорее всего, все получится, и по выходу лоза вызреет. Почему у нас такая вечная спешка? Потому что у нас обычно мало времени. К 20 сентября у нас, как правило, первый заморозок, который убивает весь лист. Не будет листа, значит, у нас процесс вызревания лозы на этом остановится. И то, что до заморозка вызрело, то и уйдет в зиму. Вся невызревшая лоза, она не перезимует. Значит, вот этим раствором надо обязательно опрыскивать с двух сторон листа. Надо опрыскиватель хорошенько погибать, чтобы попало внутрь листа, снаружи, на ягодки, чтобы все это попало и идеально, чтобы покрыло лист. Поэтому тут уже тоже от вас зависит. Максимально надо обработать. Системник, например, он попал на лист, и в принципе он по-любому впитается, а вот это получается уже контактник, куда попал лист, там по сути будет работать, так будет всасываться. То же самое контактные препараты. Если вы обрабатываете какими-нибудь контактными препаратами, биопрепаратами, надо с обоих сторон листа обязательно обработать. По-другому, ну никак. Будем надеяться, что в этом году заливать дождями не будет у нас в августе, чтобы ягода не трескалась и чтобы лоза хорошо вызревала. Вот, кстати, дубовский розовый тоже лоза уже потемнела. Это хорошо. Но у нее, по-моему, с вызреванием лозы проблем особо не было. Но он у меня молодой пока куст, пока не знаю. Ну, так, судя по всему, должен идти неплохо. Не буду много внимания у вас воровать, поэтому, кому видео было полезно, ставим лайк, подписываемся, кто не подписан. Кстати, смотрят меня в 2 раза больше, чем подписано. Это нехорошо. Быстренько подписались, кто это еще не сделал. Все, всем удачи, пока.